Пожилая женщина медленно шла по извилистым улочкам города. Осень уже вступала в свои права, желтые листья шуршали под ногами, а холодный ветер нес запах дождя и мокрой земли. Ее шаги становились все тяжелее, плечи сутулились от усталости, а ноги с трудом держали темп. День был длинным и изнурительным, мысли путались, и желание просто присесть, согреться и выпить горячего чая стало невыносимым. Вдруг она заметила ресторан с элегантным фасадом. Большие окна отражали огни улиц, витиеватая вывеска обещала изысканную атмосферу, а внутренний свет манил теплом и уютом. Сердце забилось с надеждой, и она подошла к входу. Охранник сразу ее заметил. Он был высокий, с лицом, на котором отражалась строгая суровость. «Дресс-код», — произнес он, словно это было заклинание, и отрицательно покачал головой. Женщина смущенно посмотрела на себя. Ее простая шерстяная кофта и теплое пальто казались ей вполне приличными для тихого чаепития. Она мягко сказала, что просто хочет отдохнуть, выпить чашку чая, но слова ее остались без внимания. Неожиданно охранник схватил ее за локоть и рукав, толкнул к двери. Старушка потеряла равновесие, упала на холодную брусчатку, боль пронзила спину и колено. Легкий дождик смешался с ее слезами, и она, с трудом сдерживая рыдания, поднялась и, чуть пошатываясь, направилась домой. По дороге ее сердце сжималось от обиды и унижения, ноги казались ватными, а город — чужим и холодным. Дома она присела в кресло, обхватив колени руками, и рассказала сыну обо всем, о жестокости охранника, о боли и слезах, о чувстве собственной ненужности и пренебрежения. Сын слушал молча, глаза его сжимались от внутреннего гнева, и молчание висело в воздухе тяжелым грузом. На следующий день он сам приехал в ресторан. Его взгляд был твердым, а шаги уверенными. Те, кто дежурил в тот злополучный день, были немедленно уволены. Остальные сотрудники были собраны в зале для беседы. Сын объяснил, что отношение к людям, особенно к пожилым, определяет честь места. Он ясно дал понять, что любые проявления грубости и высокомерия будут караться немедленно и решительно. Город продолжал жить своим ритмом. Старушка, теперь ощущавшая поддержку сына и справедливость, впервые за долгое время смогла почувствовать облегчение и спокойствие. Чашка горячего чая, выпитая в тишине дома, казалась ей маленькой, но настоящей победой над одиночеством и несправедливостью. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.